А, Друзья, добрый вечер. Меня зовут Алексей Масляев. Я являюсь куратором фонда поддержки современного искусства «Космоску». Мы начинаем мероприятие, беседу, которая завершает программу «Токс» сегодняшнего дня. И это беседа с художником Женей Гранильчиком. Жень, чертовски приятно тебя видеть на ярмарке «Космоску». Вот, и спасибо, да, за возможность встречи и Спасибо, поболтать Лёш. с тобой. Друзья, призываю вас включаться в беседу, задавать вопросы и комментарии, если они по ходу разговора возникнут. Поводом для нашей встречи, Жень, является твой новый фильм, твоя новая работа. И спешу передать тебе слово и попросить поподробнее рассказать, что же это за проект. Да, все верно. Все, что Лёша сказал, я под этим могу подписаться. Действительно, новая работа есть, поэтому мы сейчас, собственно, собираемся поговорить о ней. Это фильм, который будет, видимо, существовать в 3 частях. То, что мы сегодня показываем в ГУМе, в кинотеатре ГУМа, это будет только первая часть. Это такая трилогия. Она посвящена, в общем, различным сложным состояниям, с которыми мы, в общем, периодически сталкиваемся там. Вот. И все это существует на таком стыке экспериментального кинематографа с таким лихим, залихватским монтажом, всякими там техниками, там, особых склеек, там, не знаю, там, как бы раннего русского авангарда, всякой такой истории, о которой мы можем, кстати, как раз после фильма, когда вы посмотрите это, поговорить подробно. Потому что вообще это надо видеть, конечно. Это такая работа, которую очень сложно за кадр. То есть как раз нужно как-то комментировать. В общем, тут на самом деле тут существует такая одна история. И я всегда сталкиваюсь с проблемой комментирования своих работ, потому что они в некоторой степени вообще сами являются комментариями к чему-то, да, там, к истории кинематографа в целом, например, еще ну, там, каким-то а, конкретным вот штукам. И очень редко мы на самом деле сталкиваемся с сюжетом, да, то есть когда в этих работах возникают какие-то сюжетные, четкие, ясные линии. Вот. И как это ни странно, вот эта работа, про которую мы говорим, кстати, она называется «Драма». Это ее такое, я бы даже сказал, на самом деле черновое название, может быть, потому что это будет такая трилогия, и, возможно, я, когда уже доделаю, домонтирую 3-ю часть, я назову это все по-другому вместе, да. Но вот именно эта часть, она называется «Драма», пишется такими заглавными латинскими буквами, вот. Потому что на самом деле существует такой бар-драма, как бы где-то там. Я, кстати, в нем никогда не был, но меня очень впечатлило, как это выглядит. Вот. И почему-то я решил... И, кстати, в этом фильме не будет титров никаких вообще. Ни названий, ни как бы исполнителей. Там, я называю не актера, а перформера обычно говорю. Вот. И... То есть фильм как будто бы ни с чего не начинается, прям резко начинается, потом он как-то стремительно продолжается, постоянно там существует какая-то игра ритмики в процессе, то есть ритм замедляется, наоборот ускоряется, мы постоянно сталкиваемся с какими-то странными эффектами как бы такого кинематографического языка. Вот. И мы вот с Лешей думали о том, показать ли какой-то маленький фрагмент здесь, чтобы вообще как-то кто-то чего-то понял и так далее. Ну вот, и решили, что нет, пусть это будет еще более непонятно, потому что вообще, в общем, вот этот, как это сказать, такой феномен непонятности в целом, это очень тотально важный такой феномен, да, для современного искусства в целом. То есть периодически художники с ним специально заигрывают, то есть вот делая, ну, там, например, не давай комментарий или еще каким-то... Очень много способов существует, как вообще с этим феноменом работать. Вот. Я не то, что как на самом деле всю эту стратегию поддерживаю, но
но здесь есть все равно такой момент, мы все-таки не видим фильм, и мы говорим о нем закадрово, поэтому мы больше занимаемся на самом деле стратегиями речи сейчас и упражнениями в Да, в формах стилистике, языка, в формах языка, да. языковых конструкций. Я бы хотел, Жень, если позволишь, добавить, что, мне кажется, эта непонятность как признак, как качество, как особенность твоих работ возникает через наследование непонятности жизни, потому что мы скорее следим за событиями, и нам хочется взаимодействовать, напрашивается взаимодействие с художественным высказыванием, которое бы допускало сразу бы распознавание какого-то смысла. Нам хотят сказать вот это, или вот это сообщить. А в твоих работах этого не происходит, и мы ждем вроде бы, когда нам откроется некое вот высказывание, некий смысл, он превратится в кристалл, и как некий объект нам будет дан, мы его возьмем и тем самым присвоим, усвоим, поймем. Вот этого понимания, мгновенного схватывания смысла нет, как нет на самом деле и в жизни. Да? Вот. И мне кажется, что сама поэтика твоих работ ввиду этой непонятности, она очень созвучна тому, как мы себя в повседневной жизни ощущаем. И я вот хотел, может быть, это рассуждение продолжить вопросом потому что, конечно, повседневность наша, да, окружающий нас мир, его фиксация предполагает некое документальное свидетельство, да, в формате вот видеозаписи, да, в формате киноязыка. Вот эта граница между документальным и художественным, между реальностью и воображаемым пространством. Насколько для тебя важна проблематизация этой границы? Может быть, к какому полюсу ты склоняешься? Да? Может быть, склоняешься интуитивно? Леш, это прям очень точное замечание, на самом деле, по поводу того, что эта непонятность исходит из непонятности самой жизни. Прям я это запомнил просто. Это хорошо. Буду потом в текстах использовать. Да, давай, правда, поговорим про границу этой документальности, где она прерывается, где она начинает быть зыбкой, где она становится невидимой совсем и сливается два вот этих вот, казалось бы, разных пространства. Вот на самом деле, да, здесь происходит такой момент, что для меня всегда важен процесс монтажа, да, это вообще такой авангардный такой момент, да, что вот для художника какого-то вдруг самым главным является именно вот этот момент, когда он работает с материалами. То есть ты можешь работать с материалами из архивов, там, допустим, не своими материалами, или своими, или мешать все это вместе, да, то есть но вот сам монтаж, это такая штука очень специфичная, сакральная такая в какой-то мере, да, и вот там именно в этот момент становится на самом деле все понятно, с чем ты имеешь дело. Ну, то есть я имею в виду, я рассказываю такую внутреннюю немножко кухню сейчас. И вот работа, которую мы предверяем вот этой дискуссии, да, этим артистоком специфичным, на самом деле вот эта граница там настолько сильно как раз задействована, что ли, прям как будто она там тематизирована и принципиальна. То есть там вот как раз между какой-то историей сконструированной и абсолютно документальными съемками, абсолютно такими находками, такими редимейдами, которые я снимал, такими из жизни, да, там это собирается в очень интересную форму. Дело в том, что я всегда, на самом деле, пытаюсь искать какие-то новые формы кинематографа. И как раз вот каждый фильм, у меня есть такая задача найти опять новую форму для фильма. И как раз вот этот баланс между документальным чем-то, постановочным, какими-то разными практиками еще, которые здесь соседствуют, там, перформансом, еще чем-то. Не знаю, там есть какие-то стратегии там из документального кино, пришедшие, например, как закадровый голос, который очень можно специфично на самом деле использовать. Вот эти все вещи, они вдруг соединяются, и, кстати, мы как раз увидим, что в этой работе они принципиально очень соединяются. Вот. Что там происходит, это вот как раз интересно, это такой
Я пытался это как раз анализировать внутри, ну, как бы своей работы, как раз когда я делал монтаж. А, То есть монтируя, я как раз себе ставил такой вот вопрос, и мой фильм должен был быть таким ответом на этот вопрос. А вот что, собственно, вообще, вот что за этот продукт, с которым я имею дело, да, вот что это за реальность такая, и каким образом я как художник на нее влияю, когда я снимаю что-то, и каким образом материал, который, не знаю, получается случайно, допустим, захвачен камерой, да, там, мной или там Филипп это снимает, да, там, в любом случае я работаю с этим как с куском некоторого материала таким. Вот что с этим происходит, а, как это все стыкуется вместе потом, что за история в конечном итоге получается. Вот. И фильм-драма — это такой специфичный коктейль из всего этого. То есть там будет и абсолютно вымышленная история. Причем я вот специально, я вот не буду говорить, чего там, ну, такого вымышленного, что там как написано, как сценарий, грубо говоря, а что там абсолютно наоборот вот вытекает, как бы вытекало из самой жизни и было буквально задокументировано просто. Вот, то есть, вот, наверное, для этой работы это супер принципиальные вопросы. И, кстати, для других работ это были, наверное, даже меньше принципиальные вопросы, моих работ, я имею в виду, да, то есть вот, а вот здесь это прям реально главная штука. Поэтому твоя интуиция как-то сейчас тебя прям не подвела, прям, и ты прям очень точно попал в суть как бы работы, и в суть разговора, который мы можем вот организовывать вокруг этой работы. Знаешь, для меня вот лично твои работы обладают удивительным свойством. Потому что мы можем чуть-чуть пофантазировать и представить, как человек реагирует, когда вдруг сталкивается с просмотром фильма, видеоработы вот современного художника. Часовая, например, работа часовой длительности. Думает, вот, черт возьми, как бы, как это можно осилить, да, час времени. Час времени, и тебе показывают не космические, как бы, сражения, да, вот, не какие-нибудь драматические, ну, точнее, не какие-нибудь высокотехнологичные, зрелищные, эффектные сцены, а вроде бы действительно повседневную жизнь, да, вот тот мир, ту реальность, которая нас окружает. И у меня неизменно я себя, когда смотрю на твои работы, твои фильмы, соответственно, предыдущую, новую, я точно так же еще не имел удовольствия посмотреть, я себя в какой-то момент ловлю на мысли, что от этого невозможно оторваться. Вроде бы ни черта не происходит, ни какой-то драмы там, ну, невероятной не разворачивается, да, и это либо эта драма не показана как намеренно такой аффективным, да, каким-то способом, который бы невероятно сильно действовал с эмоциональной и чувственной точки зрения. Вот. Ты вроде бы наблюдаешь все то, что наблюдаешь в повседневной жизни. И вдруг какой-то, да, вот в какой-то момент, повторюсь, ну, я ловлю себя на мысли, что нет, этого невозможно отвести взгляд. Ты следишь, и вот что, собственно, меня держит внутри этого повествования, внутри этого разворачивающегося, да, нарратива. Мне очень сложно ответить. То ли желание узнать, что все-таки составляют эту историю, да, в чем, собственно, история состоит, то ли же какие-то иные средства ты используешь как художник, да, как автор, для того, чтобы это мое внимание захватить и держать его внутри этой истории. Вот есть ли для тебя вот в моем этом рассуждении, да, в моем этом комментарии какой-то вопрос? То есть действительно думаешь ли ты о том, как внимание зрителя удержать? Важно ли для тебя зрительское внимание? Ну вот смотри, чисто технологически, да, получается, что ну, у нас вообще есть монтаж, темп фильма, да, там ритмика фильма, смена крупности планов, все эти вещи, это чисто зрительские вещи. То есть мы с ними можем работать, и они явно нас захватывают. Но помимо вот чисто таких технических вещей, вот этих вот внешних, условно, которыми мы просто можем пользоваться, потому что
в наследие досталось вот этот вот великий язык кинематографии большой, да, и мы просто, ну, как бы, это такое наследие, которым мы можем располагать. Ну, вот как вот такой язык, которым мы можем говорить, да. А, Помимо этого, действительно, есть какая-то особая формула, что-то, какой-то секретный ингредиент во всем этом, как будто как приправа такая, как у, не знаю, как у повара, который кладет туда какую-то щепотку какой-то фигни, и Мгм. никто не знает, что это такое, да, типа, и он, может быть, тоже сам не знает, что это такое, но она постоянно лежит на полке, он просто туда кидает, да, а, или как там, например, вот создатели этого напитка Егермастер, да, там держат секрет в тайне, то есть как бы не раскрывая ингредиенты, хотя, в общем, они почти все ясны, Не но на правах пропорции, рекламы, да? да, ну вот эти пропорции, да-да-да, ну в смысле, я просто вспомнил, что действительно, по-моему, они в тайне держат до сих пор, что там вообще за смесь такая, вот. Я на самом деле, конечно, как художник периодически думаю, а что же действительно там за приправы такие, почему это все так действительно притягательно визуально, какие-то цветовые замесы там существуют. А, Что на это влияет? Какая-то насмотренность твоя просто, вот какой-то бэкграунд вот это вот огромный, да, или еще что-то. И вот я, честно говоря, не знаю точно, но вот действительно есть такая штука, ты просто не первый, кто об этом говорит, что какая-то магнетическая такая притягательность этих работ существует, и вроде действительно они вот как будто бы там ничего не происходит, это принципиальная работа иногда с бессюжетным кино, там, да, там. Это, по идее, должны быть скучные вещи. Я всегда говорил, так что вообще-то давайте там признаемся и будем называть вещи своими именами. Я как бы снимаю такое медитативное, скучное кино. И вдруг оказывается, и для меня это удивительно, что это, в общем, не так, и люди это не воспринимают таким образом. И оказывается, в этом что-то есть такое. Ну вот что? Точно, правда, не могу ответить, я не знаю. Ну, можно тебя чуть-чуть поподробнее про вот внутреннюю кухню процесса расспросить? У меня есть вопрос, наверное, личного, что ли, плана. Я помню, какое-то время назад мы с тобой встретились в баре «Ровесник», 4 или 5 утра. Вот, естественно, в разгаре какая-то вечеринка, точнее, уже идущая скорее на спад. Вот, соответственно, ты с камерой, вот, вы начинаете что-то снимать или рассказывать, что идете со съемок. Вот, начинаете снимать что-то в «Ровеснике» и снимаете какую-то девушку. Я понимаю, что она ваша подруга, но при этом не могу понять, договорились ли вы с ней тут встретиться, и, соответственно, это какая-то запланированная съемка, либо же это стихийная рожденный момент, да, вот рожденный процесс, запущенный процесс производства, да, вот этого кинопроизводства, который невозможно было бы и спрогнозировать, и не был, да, спрогнозирован, не был запланирован. Вот как в действительности, да, и я, конечно, задаюсь вопросом, присутствую ли я там, вот, потому что я мог, мне кажется, попасть в кадр. Да, Да, представляешь, ты как там. я могу обидеться, если это не произошло. Вот. Нет, на самом деле, Леш, сейчас, прости, пожалуйста, я это выключу сейчас. Ну, это, конечно, шутка. Но мой вопрос... Я просто помню Да. ту съемку, действительно, конкретно в эту часть эта съемка вообще не вошла, то есть она просто, то есть я ее, возможно, она войдет в другие части как раз фильма, вот. По поводу актрисы или девушки, которая с нами была, на самом деле, понимаешь, Леш, какой здесь секрет, что все мои друзья, они так привыкли, что мы постоянно там ходим с камерой, постоянно все снимаем, что они, в общем, даже иногда не знают. Вот у меня просто сегодня был такой момент, я позвонил своей подруге Вике и говорю: слушай, у нас сегодня премьера вообще-то, ты там вообще-то играешь? Она такая: что? Ну, то есть, ну, это просто вот такая вот, такая жизнь, да, вокруг. Мы просто все привыкли, что это постоянный процесс. То есть мы не относимся к этому. То есть, да, нет какой-то специальной ситуации. То есть мы можем просто встретиться, договориться, просто встретиться,
погулять, что-то поснимать, но это, то есть тут нет такого момента, что вот у нас съемка, мы как-то прямо, ну, то есть такое бывает, естественно, когда там речь идет о каких-то суперсценарных штуках, то есть когда там есть какие-то тексты, еще что-то, да-да-да, там могут быть репетиции, еще что-то. Но есть очень большая часть вот этой вот жизни, которая просто иногда документируется, потому что у тебя просто с собой камера или телефон. Вот эти моменты, я же постоянно принципиально говорю, что я снимаю все ну, начиная от телефона до профессиональной камеры, да, это может быть любая камера, э, поэтому очень часто, да, что я снимаю что-то на телефон, мои друзья попадают в этот фильм, просто даже не зная о том, что они... Вот сегодня половина людей просто удивится, что они там находятся, вообще, я прям уверен. Просто никто не видел этот фильм еще, кроме... я, знаешь, еще какую смешную вещь хотел рассказать? Про фильм, про непонятность, просто мы немножко перепрыгнули с той темы. Там была такая история, сегодня мне позвонил техник кинотеатра, в котором у нас будет сегодня, да, это в ГУМе. В общем, техник этого кинотеатра и сказал: да, Женя, все хорошо, мы получили файл, все проиграли, но, знаете, там есть такая тема, что вот почему-то заедает как бы кадр, картинка вот на 3-й секунде, а потом еще там на такой-то и такой-то, такой-то. Я говорю: знаете, вообще так должно быть. Он такой: выдохнул. Ну хорошо, такой. Я просто очень волновался, что это что-то случилось с файлом так-то и так далее. То есть эти вещи, они как бы вот не всегда зрительски понятны, да, то есть действительно там есть такие моменты заедания, звук продолжается, вроде как картинка как будто подвисла. Ну, в общем, мы сегодня, я думаю, это будет любопытно посмотреть, вот то, что мы сегодня сделали. Да, это точно. И я, знаешь, хотел тебя расспросить про твою команду. Ты же не один фильм делаешь. Вот, и у вас команда совсем небольшая. Может, ты расскажешь, как она складывалась и Ну, это на как... самом деле наша команда, вот, она состоит из какого-то основного такого, как это, основной части, да, где люди не меняются, как бы, и иногда, очень часто просто в эту команду приходят какие-то еще, да, там вдруг какие-то люди, которые тоже в этот момент просто синхронизируются с этим проектом, вдруг которые чувствуют, что они существуют в той же темпоральности, и мы вдруг все объединяемся. Очень часто так происходит, кстати. И вот фильм как раз будет заканчиваться таким музыкальным моментом, где так и сложилось, где у нас сложилась внезапно такая группа просто из человек 6-7 где-то, и мы до этого никогда вместе ничего не делали. То есть вот, ну, вместе. А так в основном мы сейчас снимаем с Филиппом, который вот где-то там сидит, и мы периодически делегируем друг другу роли, то есть у нас попеременно кто-то за камерой, то Филипп, то я, то он перед камерой как актер, как некий актор или перформер, лучше говорить перформер, то я как бы, да, то есть у нас, ну, в основном наша команда это как бы 2 человека, и вокруг еще собираются наши какие-то тоже близкие друзья, которые вот вдруг тоже в этот момент как-то попадают во всю эту историю, и все, ну, как-то вот их тоже захватывает это, и мы уже дальше как-то проносимся вместе. А все-таки хоть один профессиональный актер в фильме есть? Вот в этом сейчас. Ну, только я. Нет, конечно, нет. Жень, помимо беседы текущей, фильм, который вот премьера которого состоится, ты еще представлен галереей Артвин, с которой ты сотрудничаешь, да? И, соответственно, Артвин, как участник Космоску, сделал экспозицию, в которой твои работы объединены с работами Алисы Йоффе. Вот твои работы — это графическая серия, в которых фигуративные изображения, да, вот такие силуэты, по большей части фигуративные, объединены с абстрактными какими-то фигурами, элементами, да, сделанными за счет штриховки. Вот я хотел спросить, как ты сам соотносишь свою практику вот, живописную, да, вот, или графическую,
изобразительную, да, вот, и действительно практику кинематографическую. Есть ли у тебя какой-то... Ну, Да. она соотносится, ну, не таким немного прямым образом, да, как могло бы, может быть, показаться. Она соотносится вот как, следующим образом. Я снимаю долго там какой-то фильм, а графика — это такой некоторый способ переключиться прям вообще на другую логику, на другой язык. И я обычно отдыхаю немного, когда... То есть от монтажа, от съемок. Я просто сажусь и рисую, могу рисовать несколько дней просто подряд. И вот таким образом эти вещи и получаются. Они, наверное, как-то пластически, может быть, попадают вообще ну, в мой некий вот, ну, там, язык, который сформировался, да, что-то такое. Но вот, может быть, не совсем буквально. Ну, там есть какие-то, наверное, мотивы определенные. Но меня интересует просто пластика, да, такая вот прям буквально, ну, пластика тел, позы, вот что-то такое. Наверное, в кино меня это тоже интересует. Просто, может быть, там это по-другому, там какой-то другой аспект и взгляд вообще другой на пластику. А тут прям мы буквально видим вот голые какие-то позы. Принципиально вот прям такие, то ли полупозы, какие-то что-то как это называется, полуфазы. И такое, есть вообще такое? Вот. Я вот как-то их собираю, как-то ищу так в движении, там, в движениях каких-то просто людей, которые меня окружают. Слежу, как э, мои друзья там, не знаю, стоят и курят, или сидят где-то, или там кто-то разговаривает по телефону и присел на корточки, и там копается в сумке в этот момент. Вот эти все вещи я пытаюсь просто как-то, ну, иногда их как-то замечать и обращать на них внимание. Вот, и они как-то застревают. Вот потом для меня принципиальным является их как-то вспомнить, пытаться их зарисовать. То есть я пытался найти такую пластику, ну вот этого времени, вот характерную для такого, именно вот для людей, которые сейчас, да, живут, и как-то это, и мне кажется, что это каким-то странным образом, эм, эм, ну вот я просто постоянно думаю про позы из классической живописи. И вот это вот здесь можно провести какие-то эти параллели, что это очень принципиально разные вещи. А вот эти абстрактные элементы, как они Э, соотносятся с фигуративными, действительно, силуэтными изображениями? Ну, там, значит, какая история, что эта серия графики называется «Темнота». И эта темнота существует на каждом графическом листе, то есть есть поза, человек, там что-то такое, а рядом какая-то каракуля черным маркером, который такой почти истерт, который заканчивается. Такой, причем это именно принципиальный был момент такой. Вот. И это такая темнота, ну, это такая тревога некоторая, которая нас всегда окружает. И там есть даже несколько графических листов, где подпись есть, темнота там слева, а этой темноты нет, то есть она за кадром, но она где-то есть. Вот. Ну, то есть для меня это был такой момент, это просто вот визуализация вот этой тревоги, она была именно так сделана. То есть вот и одновременно и буквально, а с другой стороны каким-то очень странным образом, потому что это напоминает нам какие-то, ну, прям какие-то формы странные, да, там Мгм. иногда это на что-то похоже. Мне кажется, вот эта световая партитура, которая, как кажется, сейчас происходит, указывает на то, что мы должны завершать нашу Да. беседу. И, друзья, может быть, есть вопросы или комментарии, помимо Пазолини. Вот. И Фассбиндера. Хотя Фассбиндер — это один из моих любимых режиссеров, это совершенно точно. Это, конечно, выдающийся был деятель кино. Но, да, вопросы, комментарии. Ну вот, мы, в общем, все рассказали уже, видимо. Что ж, Жень, спасибо большое Спасибо, за Леш. беседу. Друзья, спасибо большое за внимание, за ваше внимание и к нашему разговору, и к Да, ярмарке спасибо. Космоскоу. Желаю вам хорошего вечера и надеюсь, может быть, и завтра вас увидеть. Завтра ярмарку продолжит свою работу, продолжится программа Talks. Поэтому welcome. Спасибо. Всего Леш, доброго. спасибо. Это была беседа гораздо лучше, чем я думал, поэтому прям, правда, приятная беседа, очень хорошо.